Так, Илюх, походку этого, блядь, финда делаешь? Нет. Фотографии чего? Насколько забавно, то что типа Мы в первом раунде сетки. в первом раунде в нижней сетке с ними, они уже в финале. Ты помнишь этот Гадик на мажоре? Все, скин, финал, Спирит, правда, финал, блядь, не в финале. Финал будет Spirit Secret. Looks like. Зачитываю, что написал Саня. Слушай, не каждый, думаю, читал, да и я не читал до конца. Я читал. Больше доты, богу доты, верхняя сетка для слабаков. На самом деле это все фон, абсолютно не важно, где вы в группе, будете играть вы по 1, по 3 или по 5. Важно лишь то, как вы будете играть. Играйте изо всех сил, получайте энергию от зрителей в зале и на стримах. Обменивайтесь этой энергией, помогая друг другу игрой и общением. Верим в нашу игру. Драконы здесь. Драконы Вместе. Все. И вот нам сейчас надо выиграть. Пусть это будет и не так просто, как какому-нибудь там, ну, знаете, когда ты молодой, ты такой озорной играешь, у тебя все получается, сноубол, все хорошо, все смотрят друг на друга влюбленным взглядом, как в начале команды, все пытаются себя с лучшей стороны показать во всех отношениях, когда там что-то вроде медового периода. Сейчас как-то надо уже нормально играть, не ныть, драфтить, думать и вообще все делать четко. Да? Так, чуваки, все не можете выдохнуть, давайте так, как Саня сначала. Я кричу во все горло, драконы здесь. Так. Вы просто что кричите? Драконы на месте. Да. С чувством, с толком, с остановкой, чтобы просто вот выдохнуть. Драконы здесь! Драконы на месте! Хорош. He punches the ancient team spirit. They don't have an answer. GG! Boom, come in and upset the champs. You couldn't write it any better. 1xBet – официальный партнер Team Spirit. Переходи по ссылке в описании, чтобы смотреть наши матчи было еще интереснее. Всем привет! Ну что ж, вот и закончилось наше выступление на The International. Можно сказать, что оно закончилось немного неожиданно для нас самих. Не так мы, наверное, даже представляли наш путь на этом турнире. Но это все вышло довольно закономерно, и я считаю, что мы проиграли заслуженно. И вчера мы, получается, играли против Boom Esports. Что в целом можно сказать по драфту в этой раз? Не совсем стандартные герои получились. Также, я вспомнил, хотел бы отметить, что мы весь вечер сидели и готовились к матчу и придумали такой распик Бабка Doom, герои, с которыми у нас неплохо получалось. Мы еще поиграли КВшки до этого дня и были уверены в этом распике. Но как-то так получилось, что когда мы пришли на игру, их первый бан был Doom, что вышло довольно очень не спланировано, потому что мы пикнули этого героя один раз. По-моему, 2 раза. Да и все равно, это плюс-минус ожидаемо было. Было неприятно, но в общем и целом мне наш раздрафт нравился. Никс Лишак очень метовый сейчас. В предыдущей игре перед нами видно было прекрасно, как это работает, когда Секрет играли. Лишак вообще один из сильнейших героев в мете сейчас. И я, в принципе, остался доволен. Либо мы Дума бы взяли, либо Лишака, то и другое устраивало вполне. Да, я в целом соглашусь. То есть Никс Лишак это был наш, так сказать, второй план, небольшой план наступления. Также хотел бы отметить, что мы играли КВшки с Fnatic, а это такая, знаете, команда азиатская. А вот мы именно с ними попробовали Doom Бабка распик, и мы их, скажем так, немного уничтожили. И, возможно, прошел слушок, чем мы собираемся играть. Но не будем уж нагнетать, может быть, так просто совпало. Давай полностью к драфту перенесемся. Значит, Enemy берут Марси, мы это примерно понимаем, мы спокойно отвечаем Лишак, Никс. Они берут SF, там у нас была немного развилочка, это мог быть Морф, мог быть Shadow Fiend, либо еще что-то они могли третье придумать, что-то могли придумать неожиданное, но плюс-минус мы это понимали. Точно... Первая стадия вообще по плану просто. Да, первая стадия ожидаемая, дальше 15-й пик у нас получился Лич. В принципе, почему Лич? Потому что с талантом Frost Shield его 70% физического урона блокирует, Лишак может спокойно зайти вперед, не бояться, что вот SF ему раздаст. Даже Марси с физическим уроном, с ульты, вот это она бьет, и Лич здорово защищает. И вот мы немного подглядели у китайцев, они все на Марсе отвечают Личом, он и ее как бы поймать может в прыжке, законтролить, и щитом помогает. Ну, вообще, в целом, неплохая пятерка. Ну да, он и на линии неплохо стоит, что она на каждое ее нападение он дает свои кнопки, и уже как будто вы начинаете разворачивать, потому что ваши кнопки просто сильнее. В общем, нам понравилась эта идея, мы тоже решили взять Лича.
Конечно, не совсем привычный для нас герой, но мы видели в нем хорошую логику, ну и поверили, собственно, в этого героя. Что мы, получается, добрали Марс Дизраптор. Марс Дизраптор. Дизраптора мы прям ожидали, я помню, Да, мы да, еще очень. на пике тоже думали, что вот это и герой, которого они, скорее всего, возьмут. Марса мы не то чтобы ожидали, но видели, что они его берут. И в тот момент нам показалось, что они его преимущественно ставят на третью позицию. У них было 2 игры в миде, они одну выиграли, одну проиграли. Мы очень долго обсуждали, что нам надо взять, и даже не думали о том, что Марс может пойти в мид, а не только в оффлейн. Вообще не подумали об этом. Слишком зациклились на том, что нам надо выбрать, и вот долго мы спорили, нам надо взять Магнуса или Кэрри. И как-то так получилось, что мы Кэрри там даже сами перечисляли. Ну, допустим, если будет Магнус в Райс Кинг, неплохо выглядит. Мне кажется, очень солидный был против SF и Марси Тролль. Также на X Juggernaut выглядели здорово. И SF, который с Warcry давал бы... Свен. Ой, Свен, да, с Warcry, который давал бы и тому же и под Личом, Армор Лишаку, и мы бы могли просто в них коммититься. И я не думаю, что SF вообще бы мог Хоть какой-то дэмэдж. перебивать нас, да. Вот. Даже прозвучала фраза от Миры такая во время драфта: парни, у нас кэрри много, а у фейнеров не очень-то и много. И вот как-то так получилось, что мы приняли неправильное решение. Наверное, надо было мне где-то более настойчивым быть и точно брать оффлейнера. У нас уже даже такие проблемы возникали, что если мы его рано не берем, то на поздний пик не всегда остается хороший герой для нас. Мы, как получилось с ОД, где-то от безысходности его взяли. Ну, допустим, вот мы взяли Найкса, окей, до сих пор это солидный драфт, нас устраивает. Наши энеми забанили Тайда и Магнуса. Магнуса, вот. Тайда мы бы все равно не взяли, потому что мы, скорее всего, ожидали Марси и СФ немного в сейфлейне. И Да. Тайд на этой линии, я думаю, крайне слаб будет. Он сильно пострадает, и не очень хотелось его брать. Ну Да. и за арену он тоже всегда Там умирает. И Дизраптор, и Марс, Дизраптор, который да. его все закрывают, его все там убивают и так В далее. свою очередь мы забанили Вайда и Разора. Разора мы забанили, потому что Найкс, он может ему испортить игру благодаря своему линку, и там ульта, физдэмэдж, в рейдж, ну. Также под Марси сильная линия могла бы получиться Да. у них. И следующий бан был Void. Ну, Void был, ну, просто герой не самый лучший, как будто для них. Мы даже это проговорили, но вот мы как-то немного стушевались, что банить. Просто Void, они выиграли был один с Вайдом. Это герой, с которым игра и сейчас и затягивается в позднюю стадию игры. Ты всегда с Вайдом можешь победить, что ли. И мы такие думаем, ну ладно, давай забаним Вайда. И вот как-то опять этого Марса упустили, что он может пойти в мид. Да, Мы да. даже скорее думали, наверное, о том, что забанили кэрри, 2 кэрри, что SF мид, и они что-то в сейфлейн доберут, потому что мы можем прикрыть. В общем, появился Бист, баны, может, немного намекали, не знаю, ну вот. Но Бист в Найксе был, правда, хорош, они его взяли, нас закрыли, и основная проблема была даже не в том, что только Найкс был закрыт, а наш оффлейн герои, которых мы планировали, вот мы в уме держали там Свардар и ОД, в случае Да. чего, а Бестат ты в них уже... В Бестат ты ни того, ни другого не хочешь взять. А третий герой как-то быстро на ум не пришел. Да и даже сейчас не кажется, что... Я тоже не представляю даже, кого можно было взять, учитывая наши особенности как команды и вообще типа ситуацию. Из того, что мы На играли, да, какой-то Ниакс не подошел бы, не знаю, Сан Кинг или что-то еще, это все выглядело... Ну, это вообще мы так уже себе, увидели, что это SF Марс линия, что там довольно трудная линия для милишников, не факт, что Нюкс сможет ее защитить. И вот у нас был выбор Свардар или ОД. Вот Свардар я был 100% уверен, что не сработает. А ОД вот как-то теплилась надежда, но и то первая мысль была, что когда пикнули Беста, ОД в него плох. Но вот ты уже ищешь, начинаешь искать компромиссы, но в принципе ты от Рора можешь спрятать. ОД против Марса его бьет, потому что он игнорирует арбами его пассивку. И может от его инициации, от копья тоже спасти. И вроде как уже линия более-менее, но все равно вот взяли мы ОД, и у меня после пика ощущение было, что не очень... Не наши. Не наше, не очень Недостаточно надежно, комфортно, что ли, да. получилось. Согласен. Я хотел еще чуть отметить, что вот на драфте, получается, мы же когда обсуждали Найкса, мы сразу придумали, что если возьмем Найкса, то у нас остается ОД. Я помню, это было прям сразу. ОД это вообще в целом такая тройка, на которой Мага играл, и мы даже немного играли КВ, поэтому у нас некая уверенность в нем была. Мы же его явно, знаете, не наобум брали. Но очень сильно нам подруинил весь пик Бист, которого мы вообще никак не ожидали.
Вот после его пика уже все стало, ну, там уже не важно было, какого героя мы пикнули, там уже казалось, что ни один герой нас не спасал, ну, наш драфт не спасал. Я думаю, у нас вот первые 3 пика прекрасно, и если переигрывать по новой этот драфт, я бы ровно так же на такие же ответы оставил бы, как есть, но 18-го героя взял бы другого, потому что керри, ну, правда, было очень много, как это выглядело. Да, а да. так, если по новой переиграть, меня это вполне устраивает, как было. Да, ну что ж, давайте тогда по игре. Честно, я сейчас прям так, ну, так до конца пока не вспомню. Я помню, что мы с Илюхой стояли линию. Получается, у нас был Лич Найкс против Биста. Кто там четвертый? Дизратор. Биста Дизратора. И мы довольно хорошо постояли. Даже для меня было неожиданностью. То есть, потому что мне казалось, их линия довольно неплохая против нашей. Но мы очень хорошо постояли. Также у нас Саня тоже хорошо постоял. И в боте у нас хороший был связь. То есть, короче, с линии мы вышли в таком комфортном положении. И с этим можно было что-то придумывать. Ключевым, наверное, стало то, что где-то наступила примерно минута 10-я, когда у нас саппорты были оба 5-го левела, мы решили, что у нас Мира на Никсе возьмет книгу и получит вендетту. И с этой вендеттой он стакнется с Лишаком и попытается уже реализовать свои способности. А я в это время буду просто в миде свой 6-й добирать на Личе. Собственно, мы так и сделали. Мира прибежал на базу, взял книгу, потом полетел на пост. То есть мы планировали с этой вендеттой убить Биста. То есть у нас в целом такое понимание, что если мы играем против таких героев, как Бист, Бурда, там какие-то суммонеры, которые быстро пушат вышку, то нужно стараться именно их и останавливать, их убивать, чтобы замедлить темп игры. Этого героя отодвинуть как бы назад и уже потом набирать больше шмоток и, ну, короче, все такое. Я точно не помню, когда это было. Мне еще казалось, вот ты получил 6 левел, выпоросил чайник миди, там это получилась какая-то спонтанная драка. Да, там было Но такое. оказалось, если ты придешь в оффлейн с чайником, то SF уже там вообще стоять не хочет, и защищать против 6-го лича тоже не очень приятно. Вот где-то, может, мы чуть раньше могли сыграть там. А вот тот момент, про который ты говоришь, я сейчас точно не вспомню, но вот там это было после драки на руне, где они все кнопки отдали. Это было так, что, получается, Никс прилетел на пост, там был Саня, который фармил лес, он забузил ботл, и, получается, они смотрели, что могут сделать в этот момент. Видно, что было видно, что Биста нет на линии, он, видимо, фармил тройку, ну и, соответственно, вдвоем туда идти нет смысла. Там был лейнвард, у нас стоял, мы видели Биста, он пропушивал линию под тавером, просто дальше не шел. Да, он просто стоял в очень сейвовой позиции, и, соответственно, напасть на него не было возможности такой. И в тот момент я говорил, что парень, смотрите, тут Марс постоянно отпушивает пачку 2 спалами в миде. Можно его подавить на карапас и, ну, собственно, напасть. У меня уже был чайник, у нас были сильные способности. Тот же в этот момент мы, соответственно, говорим, что нужно тогда поставить заранее в центре. Я ставлю центр, вижу в центре слева, в центре справа вард по центру. Начинаю ломать центр, ко мне подбегает Никс в этот момент. Я начинаю ломать центр, меня прыгает Марси, перекидывает, там завязывается небольшая такая стычка, там подбегает Марс. Мира отстанивает Марс в этот момент. Я, получается, кидаю чайник, притягиваю Марса, он такой немножко опешил, потом промазал копьем. В итоге показалось, что там даже можно завязать неплохую драку. Мы, собственно, это и попытались, но, к сожалению, убили только одну Марси. Потом мы, короче, ничего не делали после этого момента. По-моему, да, там... Мне кажется, вот как-то вот этот момент чуть замедлил, недостаточно компенсации, что ли. 1 килл Марси за кнопки, за 2 ультимейта. Все же казалось, что нам надо SF как-то выгнать с линии, забрать тавер, чуть-чуть игру ускорить. На 12 минуте на топ-руне была драка. Они закоммитились через ульту Дизраптора, через арену, через Биста, Рор, Лишака. И мы его почти спасли. Еще и Марс, по-моему, там с ультом в него влетела. Да, они потратили Рор, ульту Дизраптора, арену вроде нет. Да. Да, арену тоже? По-моему, тоже, да. Я не уверен, но кажется, да. Ну, возможно. Короче, мы почти спасли Дизраптора, но не вышло, там прилетел Найкс. Но мы убили при этом Марси, и в целом это был ок-размен, мы дрались... И самонов Биста всех. Да, мы еще всех самонов Биста убили, и в целом это был неплохой размен, но, к сожалению, потом мы как-то, не знаю, ничего не сделали с этим. А вот там, по-моему, это как раз потом был такой момент, где мы должны тэпаться, Лишак тэпается на мид, отпушивает вейв, уходят в кусты, потому что как раз перед этим ты вард на миде уже разбил, у них вижена нет. Он чуть назад отходит, смог жмет, бежит вниз, у них нет ни одного ультимейта. Мы спокойно выгоняем SF, забираем тавер, захватываем лес, а в это время у них Рор в КД, то есть на Экса в топе тоже и Дизраптор ульт в КД не взять. Да, и он спокойно тавер поддержит. Мне кажется, вот это основной момент был, где мы могли сильно ускориться и поддавить. Вот, по-моему, в этот момент Саня просто побежал в свой лес,
начал его фармить, сфармил один кем, второй, Мира только потом тэпнулся, Саня его ждал, они нажали смог, побежали на Беста, там тоже его можно было убить, если попасть станом, но Ну, просто... не факт, не факт. Он там уже очень далеко был, у него еще Савух там был. Шаг набегал. Может, Там, Савух, я может не быть, помню. что-то могло пойти не так. В общем, Абисмастер был настолько плохой, что на 10-й минуте только взял доминатор без ботинка. Обоссанный был, да. Ну да, уже не казалось, что он может проблем составить, тавр сломать. И вот, наверное, нам надо было это как-то понять в игре и сыграть под ОД, сломать тавр, облегчить ему жизнь, потому что ОД тоже стоял немного, опасаясь за свою жизнь. Пока стоит тавр, его могут убить. Ну да, там Марси всегда прибежать могла, как-то напасть на него. Вот это, наверное, такой важный момент был. То, что мы до 15 минуты так и остались стоять, линия довольно статично, не оказали никакого давления. У них просто откатились кнопки. Илюха чуть-чуть переагрессировал на сейфлейне, там попытался убить через ульту Ну, он убил, он просто залез в перепад перепал, с убил доминатора, перед но он потом стал через рейдж бить кабанов, чуть задержался. Но он, в принципе, видел, Бист рядом стоит в кустах, и там было так время. Вот он, когда уже прыгнул в ультимейт, чуть-чуть позицию потерял, вылез из него и пару секунд просто бил кабанов. Было такое. И вот Бист уже заколил телепорты, и там и Марси была рядом, и Дистратор успел тэпнуться. Он просто в рейдж дал рор, они пришли, Ну, и просто его глимпснули убили. Илюху, его убили. И самое... Допустим, это может произойти. Скорее, проблема была в том, что это оказалось не спланировано. Если это как-то спланировано, мы их форсим на кнопки, летит чуть заранее мага, дает ему на глимс астрал, как-то его спасает, мы реагируем, разворачиваем их. Это вполне можно играть. Проблема, наверное, что это просто происходит спонтанно, не спланировано, да. никто к этому не готов. Летит Лич, а не ОД. ОД как бы ни сном, ни духом, что он должен прилететь. И получается минус Лич, который тратит чайник, прилетает, Лич умирает, минус Найкс, нам забирают тавр. Мы, соответственно, уже идем забирать тоже Т1 тавр в боте на своем оффлейне, но с запозданием. Поэтому мы чуть-чуть уже карту где-то отдаем, чуть запаздываем. В итоге мы там тавр забираем, там будет даже какой-то размен, когда мы поднимаемся в крест, нас встречает. Мы дали хорошую драку, забрали и Марси, и Марса, и, в общем, заняли лес, стали фармить, все было отлично. И что, получилось, игра шла своим чередом. В какой-то момент, я даже не помню, что-то произошло, что вообще было катализатором того, что они, кроме ДД, пошли на Рошана. На минуте 17-18, кажется, случился Рошан, помимо ДД. Мы стартовали с миди, я уж не помню, как это произошло, но мы стартовали с миди, получается, нас трое было. Я могу более сказать, как это Понял, получилось. Да. Мы смог просто пошли Мы нажали вперед. смог на Бисмастера. Я не знаю, слышно смоки или нет, но ни один смог в игре не вышел, не получился. Они видели на птичке смог. У них Хорошо, птичка была они видели тогда. около нашей тройки там. Мы дошли до Биста, он ушел под тавр сейвова. В этот момент мы просканили Рошана, увидели, что они бьют Рошана. Еще один смог нажали, побежали к Рошану. Там мы уже встали под мидом, стали мид распушивать, держать свой лес. И вот так мы статично стояли, как и они, до момента руны. И вот на руне, мне кажется, была какая ошибка? Что Саня на лишаке в соло идет ее забирать, а рядом стоит и ОД, и лишак, ОД и Лич в нашем лесу. Просто на холд позишене, знаешь? Даже не кемпы не били, а просто стояли. Мне кажется, в этот момент надо законтролить руну вместе с лишаком. Даже если там завяжется драка какая-то, не самая плохая на реке позиция, где можно дать. А мы с хайграунда чуть сзади стоим. Вот, и так получилось, что Саня не смог забрать руны, Сэп взял ДД, просто зашел на Рошана, и мы отдали его. До сих пор не страшно, в моем понимании. Мы это видим, мы на карте расплитаны. Мне кажется, мы довольно фармили окей. Ну да. И вот Ничего критичного пока еще не произошло. 4-5 мы там ведем по золоту. Да, у нас даже преимущество было. Но потом, получается, такой был эпизод, что мы же стоим в миде. Точнее как, я стою в миде, Мага, по-моему, стоял в миде, Найкс в боте, Саня фармил попутно лес наш. И в один момент мы постоянно там отпушиваем мид аккуратно. Плюс-минус играем аккуратно карту. В этот момент у них там Аегис, мы никуда не спешим. Но потом, получается, как происходит? Мы понимаем, что они начинают идти по топу. Они на варде Они нажимают нажимают смог на варде, мы это видим, мы даем инфу, что они, скорее всего, идут топ. Так и получилось, было. да. Именно. Саня выходит с топа, с нашего леса. Аккуратно там еще пачку, возможно, отпушил, не помню. Под тавром он было там такое. поджался с его. И в этот момент, как бы сказать, происходит кол. А что, давайте с ним подеремся. Да. Когда Такой. у них СФ идет бить Т2, вся команда под него идет со смока, а не с Аегисом. Мы думали их подловить в спину и на неожиданности сыграть, типа подловить, напасть. У нас все-таки был Никс, я не помню, блинк у него был или нет к тому моменту.
Не И- было блинка. Вот нам Не было? подсказывают, что блинка не было у них в этот момент. Значит, странное решение было вообще попытаться там подраться. Да. Ну, короче, мы решили Там- сыграть на там- неожиданности. Там, да. там, знаешь, что такой вот еще момент, что когда этот смог нажимается, Саня сказал, что Да, у да, него да. 500 маны было на лишаке и 80 золота до Да, БКБ. да, что-то вообще мелочь оставалось. И вот, кажется, мы спокойно можем переждать Аегис, уже половина времени прошла, просто распушить другие линии, расставить вижен. Заберут они Т2, ничего страшного, Т3 вряд ли пойдут, но мы его и отдефаем. Да, такой там минуте. лишь один армор кинет, они уйдут сразу. И, кажется, мы могли расставить вижен на карте всей, они потом вернутся на этот вижен, как Т2 заберут, и уже там мы можем давать им драку, как-то подлавливать, когда они не так сгруппированы. Это казалось умно и просто, что ли? Разумно. Ну, разумно, да, не так хитро, но вот потратили мы очень много времени, что стянулись туда, наши все варды упали, мы вижен не обновили, у нас стала темная карта, они просто вот как-то, мы не видели уже их передвижения, дошли до бота просто пешком без смока, по-моему. Собственно, попытались на них напасть, но мы выбрали не тот немножко маршрут. Мы хотели подняться на наш хайграунд, поставить марк на горку, такой там дефолтный. Но как только мы поднялись, мы сразу разревелились. И тут же мы уже поняли, что мы уже не успели ее занять. И, собственно, если мы пойдем дальше, нас ждет полная фиаско, ведь Vision уже за ними. БКБ у нас нет на лишаке. Ну и в итоге мы немного растерялись, выглядели потерянными в тот момент. Но, как бы сказать, не стали унывать, пытались дальше фармить, такие там, попытались пойти просто на противоположную часть карты. Но враги времени зря не теряли, они пошли тоже нас выдавливать, мы поставили вард на тройку, я помню. Потому что у нас уже появилось БКБ, я думал, что, может, мы тут попытаемся какую-то драку принять. Но, опять же, враги сыграли достаточно аккуратно, они поставили центре, четко подошли, сломали вард, опять же, нас пытались выжимать с тройки. И у них это, собственно, все плюс-минус получалось. И вот уже потом был, по-моему, вот этот эпизод в боте. Да, они планомерно после тройки переместились на бот, забирать Т1 тавер. Там вот получается, что СФ вышел, начал, показался убивать вейв. Крипы без мастера подошли. А на карте никого не видно было, кроме Марси, которая мидвейв в это время отпушила. Да, я могу точно сказать там, как было. Мы идем по боту. Не видно, вроде на тот момент не было еще, я не помню, чтобы я видел вообще каких-то героев на миникарте. А потом примерно в одну и ту же секунду, там пару секунд, Финт начинает динать клашку крипов, которую Илюха начинает пушить. То есть, грубо говоря, Финт прямо вот перед нами. С Аегисом до сих Да, пор. с Аегисом Там до сих пор. Мы Скунсторг, тоже там, наверное, да, было, мы или тоже сколько. там плюс-минус под Найксом, рядышком находимся. В этот момент показывается, мы отпушили пачку, чуть-чуть отходим. Марси показывается в миде, и в этот же момент появляются крипы без мастера прямо вот перед нами, перед Найксом. И, собственно, я думал, окей, давайте убьем крипов. Мы на крипов напали, потому что казалось, что они немножко не готовы, раз Марси показалась в миде. Илюха напал, я там дал пару спилов что-то в дракона, который там летал. Илюха нажал рейдж, начал его бить. Но тут они уже показались с остальными героями. Тут мы поняли, что, так они тут все рядом, оказывается. И надо отбегать. В этот момент Бист успевает дать рор в Найкса. А, как мы знаем, Астрал ОД не работает брейдж Найкса. И, собственно, Найкса нашего почти тогда убили. Ну и нам уже все, что оставалось в тот момент, после такого неспланированного нападения от врага, просто убегать. Ну, как сказать, мы были вообще к этой драке не готовы. Там Марс прыгнул, поставил арену в ОД, все были закрыты, мы были в диспозиции вообще ужасной. И, собственно, драка для нас не увенчалась успехом. Снова сумбурная драка какая-то получилась неспланированная, Да, где да. мы, опять же, мне кажется, вот не хватило вижена, мы не видели, как они туда перетягиваются. Если для нас стало неожиданностью, что они внезапно все вместе оказались под СФом, который с Аегисом. Вот там показался. Вот потому что пошли в топ со смока и не обновили вижен. После этой драки мы потеряли Т1, Т2. Так мы там еще 3 или 4 героя И потеряли. 3-4 героя, все, ситуация стала плачевной, скажем так. После этой драки стало настолько трудно играть, что в лобовое столкновение было очень трудно просто идти, только если мы инициируем первыми через Инфест Никса, Блинк, Блинк Никса, да. под СФ, у них сейва нету, если Бис чуть-чуть не в позиции, либо он не успевает рор дать, либо ОД блинкается, ему дает астрал, как-то Либо мы вообще законтролить. нападаем в Биста. Либо мы без нападаем, как-то законтролить. Просто уже не так просто стало выиграть, нужно очень хорошо кнопки нажать. Мы попытались сделать пару смоков, дважды в Биста. Первый раз, когда мы видели там, они бежали на варде, и вот, мне кажется, Мир там чуть замешкался, и вот как-то он не допрыгнул до Биста, поэтому он на макс ранже нажимал
Стан, Бист отреагировал, нажал БКБ, нападение не увенчалось успехом. Затем проследовал от нас второй смог снова на Биста, который уже точно без БКБ, но мы там с ним разминулись прямо совсем... Да, это в топе было, да. Да, Там между вот врами. прям на секунду Очень не успели. обидно. И вот, может, он это... Ну, смока они этого не видели, он просто прочувствовал, вышел. Может, как говорят, просто слышал смог, как многие говорят в этом. Кто знает, да. Там был такой небольшой эпизод странный. У нас Никс надрал на вендетту, и он побежал в вражеский лес. И Саня в этот момент говорит, что-то типа, парни, они нажали скан, Мира, тебя видят. Что-то такое было. А его не видели. Ну, скан же непонятно, куда жмется. Да, и просто по реплею его не видели, но они просто нажали скан. Может, слышали, непонятно. Вот кабинок очень не хватает, мне кажется. В общем, без там мы не смогли убить, 2 смока потратили. Вижен на Рошане мы уже как-то не могли холдить позицию, потому что они нас зафорсили на мид. И бот, наш Т3 уже форсили. Мы вынуждены были бросить свои варды, вернуться, отпушивать линии. Они, соответственно, видели, что мы отпушиваем, уже вернулись в свою тройку, раздевардили, заняли позицию перед Рошаном. И просто в какой-то момент зашли бить Рошана, а мы вроде как стояли в своем лесу рядом все, но у нас натурально никто не мог себе позволить чекнуть его, только Нюк с байбеком. Либо он заходит, в него коммитятся, дают скиллы, но Дэйва сейвит, но это все опять очень ненадежно. Без зуба это даже. Мы же ничего не сделаем. Не даже факт, что если- мы в ответ что-то смогли бы Да, в этот нам момент именно сделать. в ответ напасть нечем. Они забрали Рошана без контеста, еще и шарт СФ взял, вообще идеально для него получилось. А сейчас вообще выглядит такая мета, второй Рошан ты забираешь шардом, на кору у которого его нету, очень сильно, СФ был большой, всю игру он фармил без контеста, где-то еще и киллы ему удалось сделать. В общем, они сыграли довольно просто, они не ошибались, по одному не бегали. Они, в общем, просто дошли до хайграунда впятером и сиджили его через СФа. И вот была еще одна драка, наверное, последняя попытка. СФа, когда у него закончился Аегис, он сломал Т3, он остался без Аегиса. Либо мы под конец Аегиса напали через Никс Блинк. Да, я вспомнил. Мы недостаточно, по-моему, хорошо спланировали, потому что был Астрал ОД, и потом Нюкс с него Да, так и было. Там, в общем, это даже Нюкс без прыжка сделал. Мне кажется, в идеале он прыгает в упор, чтобы СФ наверняка не смог среагировать на БКБ, и Найкс сразу под ним очутился. Мы так и хотели начать с Астрала, Да. типа, чтобы ОД получил дополнительную ману, чтобы было чуть больше дэмэджа. А потом Никс прыгал. Но если Никс прыгнет под него, он точно нажмет БКБ наоборот, потому что он будет понимать, что к чему. А если он, знаешь, прыгнет аккуратно, то он типа такой, это типа он будет думать, что они Просто меня покает покают, его. я не буду нажимать Да. БКБ. А мы в этот момент так и решили схитрить немножко и напасть на него. Но мы и хотели, там Лишак у нас был, по-моему, с блинком, он должен был продлить, либо продлевал я на Личе, и мы попытались его, собственно, тогда заберсить за все кнопки. Но там, так сказать, Марси была, которая просто его выкинула, и нам снова не хватило дэмэджа, потому что Настя полетел Рор, Да. Марси выкинула его, там просто уже чувствовался вот этот лютый перефарм от врага. Это была последняя попытка, она была неудачной. Да. К сожалению, она была неудачной. Но мы старались. Может, конечно, могли больше стараться. Но в игре мы максимально пытались держаться до конца. Понимали, что к чему. Но что вышло, то вышло. Наш путь на интернешнале закончился. Наверное, можно подвести какие-то итоги. Наверное, как и все наши фанаты, как и мы сами, ожидали чуть большего. Явно не предпоследнее место на таком турнире. Ну и все-таки мы являлись вот такими, командой, которая выиграла на прошлом интернешнале. Не получилось вообще, не получилось найти нашу игру. Как бы мы ни пытались, мы пытались изменить драфты, найти наших героев, раздрафты и так далее. Но как-то так получалось, что не хватало нам времени просто, что ли, подготовиться. Мне кажется, мы перед интом себя чувствовали довольно уверенно. У нас как-то вот уже все получалось, а на самом инте как-то все посыпалось. Как чувствовал, что перед интом все плюс-минус было так, здорово, да. А вот на инте даже ничего мы воспринимали как поражение. И даже после второго дня, где мы сыграли 3-3, уже был какой-то плохой вайб, настрой, что у нас была, в принципе, хорошая ситуация в группе, чтобы выйти в винера, но как-то слишком больно воспринимали поражение. Наверное, статус фаворита, может, сказался, но как-то... Да, наверное, вот какие-то завышенные ожидания повлияли на отношение к поражению. Да, и как-то уже и уверенность какая-то в героях каких-то пропадала после таких поражений. Ну,
Да, приходилось что-то менять. Постоянные сомнения возникали в том или ином варианте. Не смогли мы показать свою лучшую игру. Плей-офф бумом закономерный, я думаю. В группе мы показали средненькую игру, если быть честным. Мы точно могли лучше. Не удалось нам показать игру. Бумы молодцы, хорошо сыграли. Но они, да, им тоже стоит отдать должное, они играли очень хорошо. Как бы мы ни пытались их где-то подловить, у нас ни разу не получилось. Ошибок они вообще не допустили, такое чувство лишнего, не наглели, нигде не лезли, не давили, сыграли аккуратно, выверенно, вот победили. Хочу сказать спасибо всем, кто за нас болел. Скажу так, после поражения, ну, бывает такое, не самые лестные тебе отзывы какие-то, комментарии оставляют, пишут. В этот раз все совсем наоборот. Может быть, таких даже было лично у меня единицы комментариев недовольных. В основном фанаты очень были дружелюбны, лояльные, Понимающие. понимающие, отнеслись к все нам. только поддерживали. Так что спасибо вам, ребята, за поддержку, несмотря на поражение. У меня на моей памяти это чуть ли не первый раз, где преобладало прям слова поддержки, чем Негатив. негатив. Или Да. какие-то Так что осуждения. спасибо вам за поддержку, за то, что болели, смотрели. Верьте в нас, мы вернемся.